Здравствуйте, мои дорогие козероги! 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И на вашей стороне будут две властные планеты – Юпитер и ваш Сатурн. И это позволит вам открыть для себя заново старую дружбу или уловить момент, когда вы будете готовы к изменениям в личной жизни. Личная жизнь у вас очень даже может быть актуальным вопросом в течение 2024 года, как будто не будет полноты счастья, если не будет баланса по всем сферам жизни. Меркурий с марта по май может замедлить некоторые ситуации, но поддержка Сатурна выправит в вашей жизни очень многие диалоги, вопросы и придаст новый вкус жизни, наверное, новое вдохновение и новый вкус к свободе. Для вас что-то может произойти очень значимое в 2024 году, как раз при поддержке Юпитера и Сатурна. И у кто-то сделает головокружительную карьеру, кто-то, может быть, откажется от хождения на работу в офис и начнет свое личное дело, творчество продвигать. Кто-то себя, может быть, поставит на первое место и выйдет из какой-то тягостной, тоже тянувшейся ситуации в личной жизни. Вы себя поставите на первое место, и это, правда, новый приток вдохновения и сил при такой-то замечательной поддержке, как Сатурн и Юпитер. Поэтому многообещающий год, самое главное быть открытым миру и новым возможностям, не ставить перед собой табу каких-то. И еще один аспект – не оглядываться назад. Помните, вот этот долгий период 20-летний, когда Плутон был в вашем знаке зодиака, он уже закончился. Не притягивайте что-то искусственно в свою жизнь, не пытайтесь реанимировать то, что нужно уже отпустить. Но мы посмотрим на картах. Это планетарные такие тенденции. Что нам скажут карты? Не всегда это совпадает. И для тех из вас, кто хочет получить больше подсказок, я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня такой на канале плейлист. Называется 2023 год, второе полугодие, тоже по месяцам. И вы можете перейти и посмотреть, по какому у вас знаку зодиака проигралась больше вот эта вот история окончания 2023 года. Может быть, это был как Козерог, ваш солнечный знак, а может быть, это ваш индивидуальный асцендент или по Луне. Увы, реальные события нашей жизни не всегда проигрываются по солнечному знаку, а именно асцендент или даже по Луне. Ну, а как посчитать асцендент или по Луне, чтобы узнать, да, к какому знаку вы относитесь? Много ресурсов в интернет. Я думаю, это не сочтете за труд, найдете, если есть интерес. Итак, на удачу и успех для вас, мои дорогие козероги. Второй прогноз на 2024 год по месяцам. Первый месяц мы достанем январь. Хоть он уже и начался, но тем не менее какие-то дни остались. Вот что нам подскажут на оставшийся период для вашего знака зодиака на удачу и успех. Итак, январь. Февраль. На удачу и успех для вас, козероги. Что скажут карты? Март. Апрель. Май и июнь. Второе полугодие. Июль. Август. На удачу и успех. Каковы энергетики? Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. И заключительный месяц декабрь. Итак, что же для вас январь? Есть, знаете, ну такая турбулентность, по крайней мере, может быть, когда вас, может быть, по старинке будут пытаться приобщить сразу ко всем делам. А правда, вы люди надежные. Поручи Козерогу и можешь спать спокойно. Может быть, это и какие-то другие вопросы. Иногда это карта соревнований. Это может быть конкретный конкурс, если вы проходите как отбор конкурсный. Или вы участвуете в чем-то. Но стоит ли чем-то заниматься? Стоит ли участвовать? Может быть, в каком-то споре вот такое тоже может проиграться. Поэтому держите марку и где-то не поддавайтесь режиму многозадачности. Вот все же об этом говорит нам карта. Лучше имейте маневр, вовремя отступить полшага назад, чтобы не затянуло в какую-то ситуацию, куда вам не нужно. Поэтому распределить правильно силы. Февраль.
По рыцарю мечей как раз проходят люди, которые обладают сложным характером. Бунтарь без причины, есть такое значение. Может быть, для тех, кто занимает руководящий пост, иногда это проверяющие, которые могут к нам нагрянуть, увы. Или человек какой-то, может быть, в вас, в вашу личную жизнь появляется как далекий родственник или какой-то давний друг, который приезжает к вам. И, ну, не очень комфортно может быть с ним рядом. По этой карте, вот если мы говорим про бунтарь без причины, нам могут доказывать, что какая-то идея, причем которая принадлежит человеку, или его личному видению процесса данного вопроса, она может быть ошибочна, вот эта точка зрения. Поэтому, наверное, как и в окончании января, так и где-то в феврале проводить баланс между тем, что нам транслируют, и что же есть по факту. По этой карте очень хорошо, когда мы ищем истину, и мы ее находим. Может быть, для кого-то из вас эта карта подсказывает, если вас приглашают участвовать в каком-то деле. Или, может быть, у кого-то из вас вопросы, связанные со спорами в суде. Вот такое тоже может проиграться. Тогда вы должны себя как будто подстраховать, узнать, как в отношении вас работает закон, или обратиться к юристу, или найти недостающую информацию. И если вы собираетесь, намереваетесь менять работу или какие-то, ну, серьезные изменения в свою жизнь вносить, то тут тоже нужно что-то просчитать, как будто не ошибиться, потому что, ну, наверное, или с одной стороны тот пафос, с которым нам могут преподносить информацию, или просто очень какая-то настойчивая, знаете, активность со стороны людей, внешняя именно активность, нас может, ну, как уговорить участвовать в чем-то, а как будто нам опять туда не надо. Вот будьте внимательны, посмотрите, где-то с подобным таким значением идет конец января и следом февраль. И вы не должны удачу и успех растратить на усилия, которые будут больше нужны кому-то. А вы потом можете где-то пожалеть, что либо участвовали, либо поторопились куда-то. Не могу сказать, что вы здесь что-то форсируете. Скорее рационализм, хладнокровие и правильно оценить обстановку, как в январе, так и в феврале. Идем дальше. Март. Ну вот, может быть, какой-то выход из создавшейся ситуации, положения. Может быть, вы узнаете недостающую информацию. Кстати, по рыцарю мечей, если в значении мы ищем правду, мы ее находим, есть еще другое значение. Когда мы узнаем какую-то тайну, мои дорогие козероги, правда, тут может стать явным то, что было скрыто. И для кого-то из вас это побудительный мотив что-то закончить, завершить. Или принять важное решение, которое будет, знаете, как судьбоносное решение по восьмерке кубков. Это как и, ну, где-то баланс, или мы называем Соломоново решение, да, когда, не обостряя обстановку, тем не менее мы поступаем по-своему. Или если вы оказываетесь на выборе, то вы тоже найдете правильный выход из любой создавшейся ситуации, как будто по восьмерке кубков. Человек нам показан, он повернулся спиной к прошлому и идет вперед. Он даже не оглядывается на эти кубки. И может быть там еще много чего ценного, может быть они не пустые, но нет интереса к прошлому. Вам с марта месяца только вперед. И правда, если вы поставите перед собой задачу и где-то будете внимательны, неторопливо осуществлять свой план, то вам, как и Сатурн, так и Юпитер помогают решить даже очень сложный вопрос. Самое главное, что-то не ускорять. Вот есть такое значение по этой карте. Для кого-то из вас это можно осуществить переезд. Или решить какой-то вопрос по личной жизни, решить вопрос по работе с переходом на другую работу. Тут, правда, есть такое значение, когда, ну, когда вы отказываетесь от прошлого или видите в новых реалиях обстоятельства, вам это будет как и успех, так и удача сопутствовать. Но быть внимательным. И знаете, что очень важно будет для вас в марте? Не наступить на горло собственной песни. Вот это да. Все же у нас человек, обратите внимание, он как будто один идет. Нет сопровождающих, но у него хватает силы, мужества просто идти вперед. И поэтому он обязательно будет победителем. Поэтому, может быть, и значение по этой карте есть такое, когда мы ищем выход из сложного положения, и мы его 100% находим. Апрель.
Но вот такая смена статуса. Кто-то из вас поменяет работу, и это будет как раз означать, карта власти у нас выпадает, новый статус по работе, когда ну, сбываются ваши, может быть, и мечты. Конечно, для кого-то из вас это будет означать согласование в высоких инстанциях, когда с сильными мира сего вы сумеете договориться. И, наверное, ваша настойчивость, умение терпеливо дожидаться вот этой самой победы или удобного случая. Вот это вот ваша такая уникальная способность, она вам не раз пригодится в 2024 году. Может быть, вот ваша выносливость, мои дорогие, потому что здесь могут быть просто банально контакты с руководством, которому вы очень интересны как сотрудник, и вам поручат какое-то дело, которое может означать основу вашего прогресса или построения новой карьеры. Ваши заслуги, скорее всего, где-то к апрелю будут уже оценены по достоинству. Но вот ваша э, как терпение и труд все перетрут. Ну вот, наверное, правда, у меня крутится в голове эта пословица, поговорка, поэтому я об этом говорю. Она как нельзя лучше вас характеризует. И, наверное, это как раз и сменить статус, осуществить свое намерение, желание, как и согласовать какие-то документы или договориться с людьми, которые влиятельные, те, которые не просто провластные, да, какие-то персоны, но и те, которые имеют рычаги влияния. Вот значит, у вас есть все возможности получить желаемое. Ну, по этой карте главное избегать какого-то импульса, потому что, смотрите, по аркану император, это у нас вообще Овен проходит, и Марс, безусловно, поэтому импульс в соответствии с Марсом будет силен или будет сильно желание чего-то добиться. Но если брать какой-то реванш и, например, с этим реваншем прийти кому-нибудь из чиновников, вряд ли это поможет. А вот как раз спокойно, хладнокровная энергия, когда вы где-то, ну, готовы выслушать и найти словно среднее арифметическое или сделать, поступить так, чтобы и волки сыты и овцы целы. Вот такие энергии в течение года вам вообще будут помогать. И по аркану император все же, знаете, есть и такое значение. Император, безусловно, у него есть свои намерения и цели. Но мудрый император, это где-то ведь и ваша энергия. Он знает, что люди будут менять свое мнение, обстоятельства будут вокруг нас тоже постоянно меняться. И поэтому для того, чтобы что-то важное, как наша цель, намерение, мечта, осталось неизменное, и чтобы мы могли продолжить какой-то свой путь и осуществить то, что мы хотим, мы готовы скорректировать планы. Император готов скорректировать планы. Поэтому вот это значение будет для вас проигрываться в плюс. Вот где-то такие энергии. По крайней мере, это будет способствовать удаче и вашему успеху. Май. У кого-то личная жизнь, покупков, у кого-то, может быть, вопросы, связанные с детьми. Сам по себе май как будто либо правда уделить внимание какой-то любовной истории, а для кого-то из вас это сам по себе спокойный месяц. Более лояльные энергии, хорошее настроение. Нет ну, каких-то противоречий, нет каких-то конфликтов, или, по крайней мере, все в вашей власти, вы любой вопрос можете уладить, вы можете остаться довольны мартом месяцев. Может быть, как раз вот этот предыдущий период, в зависимости от того, как вы выстроите, вот канву продолжения своих намерений, или как я буду достигать своих честолюбивых планов, каким образом я буду взаимодействовать как с окружающими, так и с людьми сильными мира сего, или какую я хочу финансовую составляющую или эквивалент получить. Вот называется, поставил цель намерения, не вижу препятствий, и где-то к маю вы остаетесь довольны. Идем дальше, и это у нас июнь, карта отшельник. Надеемся, безусловно, сами на себя и на свою интуицию. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает, поэтому помех не будет. Отшельник – это, кстати, у нас мудрец, философ, к которому обращаются в каких-то сложных вопросах. Это можете быть вы сами, мои дорогие козероги, и к вам люди, вы люди надежные, и кто-то будет к вам обращаться за советом.
Для кого-то из вас это новый творческий проект, который я должен тоже осуществить в одиночку. С другой стороны, карта нам подсказывает, это сильная достаточно позиция, но в том значении, когда надеемся сами на себя и никому не рассказываем о своих планах, умеем хранить молчание. И вот этот фонарь, прообраз интуиции, который в руках отшельника, поэтому слушайте подсказки своего шестого чувства, обратите внимание. Идет отшельник по своему пути, путь как будто изображен, он вообще завис, как будто в пространстве, и вдруг включился фонарь, и на дороге змея. Вот, видимо, такая неспешность и такие энергии, когда нет импульса, вам действительно в первую половину года помогают не проскочить мимо каких-то превратностей или тех вопросов, которые впоследствии могут с каким-то минусом откликнуться, или увидеть какой-то подвох, змею буквально. Может быть и завистников, мои дорогие козероги, и это тоже может быть. Повторюсь, сильная позиция. В принципе, ничто не мешает. Но и надежды на вашу мудрость. Ну, наверное, козерога этим не удивить. Вы достаточно сильные люди, и вас, скорее всего, ваш знак зодиака, тем более за время нахождения Плутона в вашем знаке, он вас закалил, ну, на все 100%, если не на 1000. Поэтому у вас хватит и терпения, и мужества, и сил. И тут как будто что-то может тоже меняться в вашу сторону. Или вы можете оказаться в каких-то обстоятельствах. Поэтому явных помех нет, но, может быть, себя придется где-то перестроить или в соответствии с новой реальностью как-то взять ответственность именно за те ваши действия, которые вы собираетесь осуществить. Будьте в любом случае внимательны. Тут как будто все же старший аркан, поэтому обстоятельства на вас будут воздействовать или как будто какую-то, как проверку могут быть. Это ведь может быть банально встреча даже с каким-то человеком, когда от умения держать паузу, мои дорогие, не вступить в какой-то конфликт, будет зависеть, как решится тот или иной вопрос. У кого-то банально так может проиграться на нашем земном событийном уровне. Июль. Нас поворачивают в сторону личной жизни, вас, мои дорогих козероги, и правда. Король кубков– это либо дела, связанные с вашими родственниками, с вашим партнером по браку, или родственниками вашего партнера, или, может быть, вы проживаете вместе, или получит ваша личная какая-то история. Если вы прежде встречались, познакомились, вы можете прийти к выводу, мы будем жить вместе. Или, кто знает, может быть, вообще будете переводить ваши отношения в какой-то совершенно другой аспект. Если мы немножко отойдем от личной жизни, то по этой карте энергетика, по крайней мере, такова, что король кубков, он умеет вовремя как будто менять свою собственную энергетику. Что имеется в виду? Баланс между материальным и, где-то умением видеть рационально, быть хладнокровно, может быть и жестким где-то. Король кубков все это умеет, но там, где нужны эмоции, он их проявляет. Там, где нужно тепло, проявить какую-то душевную чуткость, нежность, он на это способен. Но в тех вопросах материальных, когда нужно что-то конкретно решать, вот там не место эмоциям. И вам придется где-то в июле переключаться между личной жизнью и зарабатыванием денег. Или решать какие-то имущественные вопросы. Вот так хладнокровно. И в то же время не превратиться буквально в какого-то прагматика, сохранить какую-то душевность, мои дорогие козероги. Вот это тоже будет важно. Но если мы говорим на удачу, на успех, конечно, очень благополучный год, это правда. При том, при всем, если, и как и баланс какой-то будете держать, так и надеяться на самого себя. Но я думаю, вас этим не испугаешь. И восьмерка-то кубков здесь ведь тоже, как будто человек идет один. И император, обратите внимание, он тоже один. Свиты какой-то нет сопровождающих. Август. Вообще это карта прогресса, тройка жезлов. Это когда у вас в данный момент уже в августе все под контролем, и вы уже строите новые планы. Это не значит, что вы прямо немедленно приступаете к осуществлению, но как на какое-то далекое будущее заложить
знаете, фундамент своего успеха вы уже можете в августе. У кого-то из вас планы на переезд или переезд в связи с изменениями в личной жизни, такое тоже может быть. А кто-то из вас может задумать работу на самого себя или интернет-магазин. Ну вот я так, к примеру, может проигрываться по этой карте работа посредством интернет. Или вы задумаете изучить что-то, как новую сферу деятельности, может быть, пройти какие-то курсы, или вам нужны будут знания иностранных языков, потому что вы собираетесь расширить свое поле деятельности вашего бизнеса, стать популярными, или получить какое-то признание, может быть, сама по себе карта может говорить, что если вы строите карьеру, как будто нужно добавить каких-то новых возможностей или больше ресурсности себе. И здесь у каждого по-своему. Повторюсь, карта прогресса и на август месяц, как бы на сегодняшний момент, августовский, это тоже, когда у вас все под контролем, якорь, по сути дела. И когда идеальная позиция, что-то уже себе планировать на будущее. Если мы говорим на удачу, на успех, конечно, это продуктивный месяц. Сентябрь. Может быть, и есть какая-то пауза, или для кого-то семерка пентаклей задерживаются деньги. Деньги придут. Но больше нам карта говорит о том, что что-то ускорить вряд ли получится. Тут скорее мы сохраняем все то, чего мы достигли, или те какие-то свои возможности, или то, что вы сделали уже хорошо для самого себя в плане карьеры, или достижений в бизнесе, или вообще себя в этот период не тормошить по семерке пентаклей. У нас проигрываются задержки, которых мы не можем изменить. Или буквально с деньгами, может быть, обстоятельства таковы, что вы на это не можете повлиять. Или, может быть, документы какие-то вы будете тоже ожидать. Нет здесь форсирования, потому что и карта говорит, ну, наверное, победа приходит тому, кто умеет ждать. Вот где-то такие неспешные энергии. Но и ваша позиция, повторюсь, она достаточно прочная. Все-таки дерево у нас показано, на котором растут пентакли, и оно уходит корнями вглубь. Сильная позиция. Октябрь, мои дорогие. А вот здесь надо быть аккуратным. Вот здесь не совсем про фортуну. Хотя для кого-то из вас личная жизнь, правда, конец года все-таки октябрь. И Луна проигрывается со знаком плюс. Это как тепло домашнего очага. Это когда вы делаете жилье более комфортным. Это близкие, которые вам готовы дарить тепло, заботу, любовь, нежность, и вы им тоже. Вот есть какой-то такой душевный взаимообмен. С другой стороны, эта карта тысячи неопределенностей, и поэтому что-то просчитать невозможно. И знаете, по карте Луна, когда выпадает, тут важно не оступиться, не поторопиться, не сделать что-то на автоматизме. Или всегда что-то как будто сходило с рук, или я всегда так поступал. И, может быть, и были какие-то нюансы, кстати, по закону. Может быть, так, ну, не совсем правильно. Но вроде бы как бы было допустимо. А здесь вот может не сработать. Поэтому никакого риска, когда выпадает карта Луна, не физического буквально риска, когда собой, да, в поспешности какой-то мы рискуем, торопимся, куда-то летим, не успеваем увидеть, ну, буквально на своем пути какие-то детали и можем себе чем-то навредить, оступиться как будто. Нет чего-то глобального со знаком минус, но вот такие мелкие оплошности, они предусмотрены по этой карте, потому что нам и говорят, ты не спеши. Наоборот, ты будь осмотрителен, не делай больше одного дела за раз, но это очень короткий период. Впоследствии выглянет солнце, и все встанет по своим местам. Ну вот такой октябрь. Ноябрь, мои дорогие. И я так надеюсь, посмотрите, у вас, правда, к концу года выпадают такие карты, которые могут говорить о вашей личной истории. У нас четверка жезлов – это праздник после победы. Но именно в этой колоде карт семья изображена. Поэтому у кого-то создание семьи или решение вопросов личной жизни. Помимо всего прочего, все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и, как, знаете, материальный достаток, как удачное решение многих вопросов по имуществу или по финансам, может быть, согласования даже в банках могут пройти. И вообще, любое ваше намерение и цель,
оно осуществимо. И если мы спрашиваем на удачу, на успех, конечно, ноябрь очень удачный, продуктивный месяц. Или, может быть, это какая-то, знаете, у вас ли в личной жизни происходят изменения, и вы в целом будете менять как свою работу. Может быть, это будет связано где-то с переездом или с открывшимися новыми возможностями. Но вас ноябрь порадует. Декабрь. Ну вот нам говорят, отдохни, четверка мечей. С одной стороны, приведи мысли в порядок. С другой стороны, карта где-то подсказывает, что пришло время вообще где-то уделить внимание самому себе, себя куда-то не подгонять, не устраивать себе, как и режим какой-то выносливости буквально, а просто элементарно дай телу отдых. Есть такое не только по мыслям, но и по телу. Может быть, есть смысл. У кого-то из вас может проигрываться. Будьте внимательны и аккуратны, потому что все же декабрь – это эпидемиологический такой период, когда, ну, какая-то простуда может даже уложить в постель. И карта говорит, может быть, у кого-то вопросы, когда есть смысл пройти обследование, профилактическое обследование. Одним словом, не торопиться. Декабрь для вас месяц больше отдыха и заботы о самом себе. Ну, или о самой себе. Вот такой для вас интересный год, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.